вами Оля, вы у меня на кухне, и в этом видео покажу вам простое сбалансированное меню на день на примерную калорийность 1400 килокалорий. Вы можете адаптировать его под свои потребности. Если вы привыкли есть 3 раза в день, вы можете перекус присоединить к завтраку или же обеду, и наоборот, если вам нравится есть 5 раз в день, просто разделить перекус на 2 разных перекуса. Но перед тем, как мы начнем, напоминаю подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали, і нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити випуски нових відео. А також нагадую, що в мене є другий канал, де усі мої відео виходять українською, тому якщо ви з України, то обов'язково приєднуйтесь. А ще підписуйтесь на мій інстаграм, бо там рецепти та різна корисна інформація виходить набагато частіше. На завтрак у нас будут тосты с авокадо. Нам понадобится 60 грамм авокадо. Это как раз одна половинка авокадо среднего размера. Разрезаю его пополам, снимаю шкурку и смотрите на то, чтобы, конечно же, авокадо был достаточно спелый, чтобы блюдо было вкусным. Из него нам необходимо сделать пюре, я это делаю просто с помощью вилочки. И чтобы авокадо лучше раскрыл свой вкус, добавляю немного соли, перца, также можно добавить немножко лимонного сока. Нам понадобится 80 грамм цельнозернового хлеба, это как раз 2 вот таких ломтика у меня. Смазываю каждый нашим соусом из авокадо. Также я сварила одно яйцо, его очищаю от скорлупы. Можно нарезать его небольшими кусочками и выложить поверх тостов, я же просто разрезаю его пополам. Ну а теперь собираем нашу сытную красивую тарелочку. Конечно же, дополняем это все овощами. У меня это желтый перец, также немножко черри. Овощей в общем количестве я добавила 150 грамм. Это меню одного из дней из моей новой программы питания «Летняя 2.0». И напоминаю, что до конца июля на нее будет действовать скидка, то есть осталось всего несколько дней. Поэтому советую поторопиться всем, кто планировал его приобрести. Это сбалансированный рацион на 14 дней из сезонных летних продуктов. И, пожалуй, это самое вкусное из всех меню, которые я до этого составляла. В общем, кому интересно, ссылочка будет в описании под видео. На перекус у меня будут фрукты, в принципе летом это самый оптимальный вариант, сейчас большой выбор фруктов, ягод, поэтому можете выбирать на собственный вкус, но я советую всегда собирать такую тарелочку из фруктов и ягод разных цветов, так как в каждом продукте пигмент содержит в себе разные полезные вещества. Ну а чтобы наш перекус был еще полезнее и сытнее, добавляем 25 грамм орешков. Начнем готовить обед. Это у нас будет куриные бедрышки с булгуром и овощами. Я буду сейчас готовить сразу несколько порций на несколько дней, поэтому я количество продуктов все умножила на 6. Но для одной порции нам понадобится булгура в сухом виде 60 грамм. Его необходимо сварить в соотношении 1 к 2 в подсоленной воде в течение примерно 20 минут. И в дальнейшем я буду озвучивать количество ингредиентов как раз на одну порцию. А здесь у нас 40 грамм репчатого лука, который мы нарезаем кубиками. Также нам понадобится 40 грамм морковки. Ее можно нарезать либо же соломкой, либо же кубиками, либо же просто натереть на терке, как вам больше нравится и как вам удобнее. Также нам понадобится красный сладкий перец. Его нарезаем такими же кусочками, как и морковь. Его нам понадобится 75 грамм. Но куриных бедрышек на одну порцию нам понадобится 130 грамм, это вес уже без косточки и без шкурки, чисто в виде филе. Его нарезаем небольшими кусочками. Разогреваем сковородку, я добавила на нее немного масла, я добавила около 1 столовой ложки, но если вы готовите на одну порцию, можно добавить еще меньше, либо же добавить масло с помощью распылителя. Обжариваем куриное филе бедра примерно минут 7-10, после чего добавляем лук и остальные овощи, морковку и помидор. Также нам для рецепта понадобится помидор, я не сняла его нарезку, но нам понадобится один небольшой, примерно весом в 75 грамм, если на одну порцию. После того, как овощи станут мягкими, добавляем к ним помидор, убавляем огонь на минимум, накрываем крышкой и готовим так минут 10 до полной готовности овощей и мяса. И теперь только я добавляю специи, у меня это карри, паприка, сушеный чеснок, ну и конечно же добавляем соль по вкусу.
В готовом виде 60 грамм булгура, это у нас примерно от 160 до 200 грамм, в зависимости от того, как его варить. Просто в воде, либо же в пакетике, как у меня. Если в пакетике, он питает в себе больше влаги и масса его будет чуть больше. Я к нему добавляю теперь нашу курочку с овощами, перемешиваю их вместе и, собственно, остается только при подаче посыпать это зеленью. Отлично сочетается с кинзой. В общем, у нас получился очень вкусный и сбалансированный сытный обед. Ну а на ужин будем готовить вкусный салатик «Цезарь». Для него нам понадобится взять 100 грамм куриного филе. Я посыпаю его солью и перцем с обеих сторон, так как кусочек небольшой, будет готовиться очень быстро. Я буду заворачивать его в пергамент. Вообще этот способ я вам показывала в последнем из видео с лайфхаками. Получается очень вкусно и удобно использовать, если нету духовки или аэрогриля. Я выкладываю такой конвертик просто на разогретую сковородку, убавляю огонь на минимальный, накрываю крышкой, готовлю так примерно 5-7 минут, в зависимости от размера кусочка. Этот небольшой, поэтому готовлю минут 7, и тем временем займусь овощами. Здесь 100 грамм салата айсберг и 150 грамм томатов черри. Ну а теперь переворачиваем наш конвертик. Можно добавить на сковородку немножко воды, чтобы мясо готовилось как будто бы немножко на пару. Теперь приготовим соус. 50 грамм греческого йогурта, 1 чайная ложка оливкового масла, 1 чайная ложка вустерского соуса и 1 чайная ложка горчицы. Немного соли и пару зубчиков чеснока. На ваш вкус, можно их не добавлять. Перемешиваем. Также по желанию можно добавить лимонный сок. Соус очень вкусный, вообще подойдет для заправки многих салатов, либо же блюд, например, с кабачками, классно сочетается. Филе приготовилось довольно быстро, и сейчас обратите внимание на то, какое оно сочное. Видите, с него буквально стекает сок, а еще оно очень мягкое и буквально разлетается на волокна. Я его нарезаю просто кубиками и теперь собираю это все вместе. Выкладываю на тарелку овощи, поливаю соусом. Далее кладу мясо, еще немножко соуса я оставила, чтобы полить ним сверху. Ну и, конечно же, перед тем, как есть, лучше всего все хорошенько вместе перемешать. Вот такой вкусный ужин у нас получился. Это вообще один из моих самых любимых салатов. На сегодня это все. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, буду ждать ваши лайки. А также напоминаю подписаться, если вы до сих пор еще этого не сделали. Ну а с вами была Оля. Увидимся с вами в следующих роликах.